В безмолвии пустыни Кызылкум, где ветер несет горячий песок и солнце плавит землю, лежит дорога к озеру, которое боятся и уважают. Его зовут Девхона, логово дьявола. Говорят, его воды не знают жалости. Оно принимает путников, но не каждому дарит рыбу. Здесь законы человека теряют силу, и только само логово дьявола решает, кого наградить уловом, а кого оставить с пустыми руками. По дороге мы остановились у егеря, хранителя этих мест. Ну, такого сама я вытащить, наверное, точно не смогу, но чехары bilmayman, условно, да, вот. Даже орган во птахтер, да. Они на дне лежат, да, все? Там или 4 года, или 5 год назад там рыбаки сетка была. Ага. Там поймали голова. Биттахсы должны. Ужас. И ну ужас. көз olsa getirin. Это вот такая где-то башка получается, даже больше? Ага. Больше, да? Traktörde 2 balonu bittahırın, arka balonu. Или. Kaptı var kita olsa. Да? Ну так, ребят, через часа 2 встречаемся у нашего любимого озера. Он рассказал нам последние новости про озеро. В этом году ни один рыбак не смог взять улов с логова дьявола. Но года 3 назад, по его рассказу, из глубин озера всплыл мертвый сом. Его тело весило почти тонну, а голова была величиной с 2 колеса от трактора. Такое чудовище, будто само выросло из тьмы озера. И если такие рыбы скрываются в глубинах этих вод, то что еще она хранит в своей бездонной черной воде? И тут мы поняли, впереди нас ждет не просто рыбалка, а встреча с тайной, которой лучше не шутить. Ребят, смотрите, вот нетронутая природа. Саксаула, смотрите, вот редко где увидишь вот такую природу сейчас. Ну, Красотень. вот редко увидишь, да, где-то вот такую природу нетронутую. Половина смотря, она и сухая, и это влажная. Да, саксаулы вот так растут. Это нам надо с собой ночью выйти в пустыню и прогуляться по этой пустыне, потому что пустыня оживает ночью. Ну вся живность, она и... Пустыня ночью оживает. Ребят, мы постараемся сегодня ночью выйти с Ромой, прогуляться по пустыне и Отснимем показать вам. Хочется показать вам весь этот животный мир пустыни. Я думаю, вам понравится очень. Да, немного, конечно, страшно будет, но Оно того стоит. оно того стоит. Вот именно. Вот редко увидишь сейчас вот такие саксаулы где-то. Тут, понимаешь, саксаула человеческий рост даже выше. Да. Классно. Я 1,80 м, он еще выше. По 3 метра. Короче. Пустыня кажется мертвой, но ее сердце бьется в каждом живом существе. Пески пустыни хранят не только следы ветра. Здесь норки невидимых хозяев. Каждая ямка в песке – это чье-то укрытие, чья-то жизнь, скрытая от нашего глаза. Черепахи хранят древнюю пустынную мудрость. Они словно камни, ожившие во времени. Змеи – посланники тьмы, оставляющие в песке узоры судьбы и тайные письмена. Пустыня кажется пустой, но на самом деле под нашими шагами кипит тайная жизнь. А Варан, древний властелин дюн, идет по своим невидимым тропам, словно разведчик логова дьявола. И все эти существа – часть одного великого замысла, ведущего к мистическому озеру.
Каждый из них – страж пути к логову дьявола. Среди безмолвия пустыни нам встретился старый рыбацкий домик. Как символ, как знак, будто здесь когда-то кипела жизнь. Но логово дьявола забрало все себе. Такой заброшенный домик тут. Интересно, это рыбацкий домик, кажется, ребят. Смотрите. Его окна пусты, а двери молчат. Казалось, здесь недавно жили люди, но теперь остались лишь стены, в которых гулко отзывается ветер. Домик, я помню, давно стоит уже. Его стены будто впитали в себя чужие разговоры, шорохи сетей и шаги тех, кто мечтал о великом улове. Теперь же только пустота. Раньше тут, помню, был очаг, казан. Ну, такой, наподобие кровати еще, такой, одеяло было. Ну, видимо, уже заброшено все это. Лет 7 там назад я сюда приезжал. И всегда хотелось сюда зайти, посмотреть, что здесь такое. Сейчас уже и дверей здесь нету. Очаг стоит, видите? Дымоход тут. И вот казан ставится. А здесь уже озеро. Логово дьявола. Этот домик – напоминание. Озеро принимает гостей, но не каждому позволяет вернуться с даром. Одно из самых загадочных озер, где полно мистики. Поэтому сюда редко приезжают какие-то рыбаки. И на ночь редко кто остается. Только опытные рыбаки остаются на ночь. Нам сейчас придется вот отсюда ехать сверху и до того острова. Я не знаю, сможем ли мы оттуда проехать. Там дорога очень такая. Дорога в песке. Помню, один раз я застрял. Не знаю, ребят, получится ли нам проехать туда. Но мы попробуем. Вот кровать, которую, кстати, помните, я говорил об этом. Кто-то вытащил его, забросил. Вот это типа дорога есть, типа, можно сказать, как дорога. И вот вдоль мы должны проехать в ту сторону. И вот после долгого пути по раскаленным пескам впереди открылось оно – озеро логово дьявола. Мы остановились и вышли из машины. Перед нами раскинулось логово дьявола, озеро, которое словно живет собственной волей. Стоя у края обрыва, мы понимали – это не просто водоем посреди пустыни. Это врата в иной мир, где свои законы и своя тайна. Говорят, эти глубины бездонны. Здесь живут гиганты подводного мира, и сама тьма дремлет на дне. Чтобы добраться до озера, нам предстоял нелегкий спуск к его берегам. Солнце жгло, песок осыпался под ногами, тяжелые вещи давили на плечи. Казалось, и сама пустыня испытывает нас на прочность, проверяя, достойны ли мы ступить к воде озера. Осторожно, осторожно. Каждый шаг вниз – как приближение к тайне, которая не спешит открываться человеку. Я не знаю, сейчас сможем отсюда подняться, нет. Пока еще без вещей, а вот с вещами. Ой, будет тяжело у нас, ребят. Для фуна вот она всегда вот такая проблема.
спускаться и подниматься, конечно. Вот. А вон машина где. А вон палатка где. Поднимаешься? Рыба есть. Да. На дне глубина 6,7 метров. Прямо здесь. Озеро раскинулось широко и спокойно. Оно тянется вдаль, сливаясь с горизонтом, будто часть самого неба. Вода плещется о камни, рябью расходится по поверхности. Его гладь темна и холодна, и только ветер тревожно касается поверхности, будто боится разбудить спящих в глубине. С высоты озеро кажется обычным, спокойным водоемом, словно зеркало среди пустыни. Но каждый, кто знает эти места, скажет иначе. Сазан клюет. Вот на такую нарезку здесь сазан дикий. На прикормку не вот я забросил, но поклевок не было. Сейчас я вот насажу на крючок и попробую. А может заинтересует сазана это. Раньше мы брали вот на такие нарезки маленькие. Это от шимайки нарезка. Сейчас еще маленький кусочек добавлю, чтобы крючка не видно было. Вот обычно сазан вот на это клюет. Ребята, раньше вода была вон до тех камней, видите? Столько воды ушло. Печально, это все вот под водой было все. Такое озеро было шикарно. С такой природой. Это вот сейчас я хожу, получается, по воде. Вот этого острова не было. Тот был маленький кусочек видно было, а вот этого не было. Печальная картина, конечно. Солнце опускалось за горизонт, и логово дьявола окуталось пламенем заката. Казалось, озеро прощается с дневным светом и готовится раскрыть нам свою ночную, неизвестную и страшную сторону. Ребят, сейчас вот забросили несколько удилища и на судака, и на прикормку на сазана. Ну, я не уверен, потому что на прикормку здесь сазан никогда не клевал. Мы его всегда брали на нарезку такую тонкую. Нарезку мы с собой привезли, шимайки из судакуля. Здесь пока ничего не взяли, только вечером начали раскладываться, хотя в обед приехали, было очень жарко, очень сильный ветер был, невозможно было. И спуск такой, сейчас я вам покажу. Вот где мы находимся. Здесь на камере не видно, видите, это все в воде было в свое время. Вот камни. Вот там, я помню, лет 8 тому назад на камнях я сидел и рыбачил. Вот столько вода упала. И вот такая вот получается здесь природа. Только вот солнце зашло, удилище забросили. Вот одно удилище осталось, попозже на сама попробуем. Ну, хотя, знаете, ребята, у меня даже ни удилище не подходящее для сама, ни катушка и ни шнур. Ну, не думаю, что даже если кто-то попадет, я имею в виду сом, я могу его вытащить. С такой удилища это невозможно.
Ну попробовать. Хочу попробовать. Есть вобла. Насажу и попробую попозже закинуть. Смотрите, как птицы красиво летают, если видно. Рома, смотри, как птицы летают. Это не утки? Кажется, да. Мне кажется, это утки. Дикие. Да, да, дикая утка. Вот они потому что смотри, как летают. Они как утки летают. По-моему, на этот остров они, вон, видишь, они Да, да, туда уже, на ночлег они летают. Ну вот как-то так, ребят. Короче, природа здесь, дай Боже, хорошая. Классная. Шикарная просто природа. Сейчас еще одну делищу остался, мы забросим, а потом с Ромой сядем и что-нибудь на ужин. Да, покушаем. Благо мы с собой всего набрали. Да. Вот и все. Вот, ребят, у нас подготовка уже к ужину. Время где-то 11, да, уже? Нет, время 10. 10? Да, 10 ночи. Пока ни одной поклевки нет, ребят. Забросили 5 удилищ, и вот сидим, ждем. На первом была как-то 2 поклевка, да, такая нежная? Да, так. Сигнализатор 2 раза посигналил, но я не стал вытаскивать. Я думаю, попозже перезабросим и заодно и проверим. Там есть кто-то, потому что здесь иногда судак попадает. Он такой, знаете, нежная поклевка и сидит до утра. Бывает такое тоже. Вытаскиваешь, а там уже судак. Но попозже мы его проверим. А пока вот ни одной пока поклевки, ребят. Но мы надеемся, что поклевки будут. Вот теперь пусть горит до углей. Будем жарить мясо, так сказать, барбекю. Пока тишина пустыни обволакивает нас, а костер только разгорается, есть время рассказать вам одну историю. Историю не из легенд, а из жизни. Ее поведали мне рыбаки и пастухи, которые сами пытались одолеть логово дьявола. Их слова до сих пор звучат в моей памяти, как предостережение. Они рассказывали, что сом этого озера не рыбы, а древние духи. Они огромные и живут в бездонных ямах на дне озера. Иногда ночью к воде приходили пастухи поить стадо. И случалось так, что бараны один за другим исчезали в черной воде. Сом хватал их и утаскивал вниз, оставляя лишь круги на поверхности. Говорят, животные чувствовали страх еще до того, как чудовище поднималось из глубины. И пастухи больше никогда не осмеливались поить скот в том жутком озере. Такое озеро не кормит, оно выбирает жертву. И никто не знает, кого оно захочет забрать следующим. Говорят, иранские саммятники однажды получили приглашение на это озеро. Манили их рассказы о гигантских трофеях, каких не встретишь больше нигде. Но чем ближе был день отъезда, тем больше они слышали о жутких и страшных историях этого озера. И вот в последний момент они отказались, словно озеро не желало впускать чужаков в свои глубины. Время 1 час ночи. Ни одной поклевки нет. Вот, сидим, ждем, поужинали. Ну, ни одной поклевки, ребят. Тишина такая. Не знаю. Будем ждать. Пока спать не будем. Может, будут какие-то поклевки. Но местный егерь был прав. Он нас предупредил, что поклевок нет. Я не знаю, он тоже не знает. В этом году сюда приезжали ребята на рыбалку, и никто из них, там и пару человек было, и никто из них ничего не смог поймать. Никто не знает причину. Рыба есть. Я ехал лотом, прошел корабликом. Рыбы много, но почему-то вообще поклевок нет. Судак здесь хороший клевал. А в чем причина, я не могу разобраться. Именно на этом месте было время, лет 6-7 тому назад, я помню, по 10 судаков мы брали.
18-е года, 16-е, 18-е года даже помню. Не знаю, в чем причина, ребят. Но будем ждать, будем надеяться. Я думаю, что от нуля уйдем, хотя бы что-то поймаем. А сейчас пока ждем. Мы решили отправиться вглубь ночной пустыни, туда, где тьма оживает своими тайнами. Ой, тушканчик чего-то. Вот. Видишь? Вот. Забежал, да, домик? Нет, вот он ходит. Вон он. Вон он. Боится, под кусты забился. Идем прогуляемся еще. Ребят, мы вам обещали, покажем ночную пустыню с Ромой. Не боятся, смотри, а? Видишь? Маленький тушканчик не боится, а это новый появочник. У нас тут сейчас змеи, еще что там может быть. Скорпионы. Это что у нас? Ого, смотри. Видишь, да? Да, паутина, что ли? Паутина такая жесткая, смотри. Ну, это как кукол такой, да? Ну вот не знаю. Че, Ром, как тебе? Что-то Пустыня ночная наша. Смотри. предчувствие у меня какое-то, знаешь. Недоброе какое-то состояние. Ну, пустыня она такая всегда, знаешь, ночью. Я бы, честно говоря, никому бы не посоветовал здесь гулять. Ну, интересно вот на животный мир посмотреть. Реально очень интересно это. Надеюсь, кого-то найдем. Шутка, да, немного? Ну, да, что-то Есть как-то такое. На душе как жутковато, честно. Жестковато. Это какая-то тревожность есть. Ты, наверное, первый раз ночью в Конечно. пустыне? Ну, конечно. Первый раз. Ну, а у тебя как ты чувствуешь? Ну, я не впервые, так что я привык. Я часто бываю, когда вот на рыбалку, когда выезжаю, часто бываю в пустыне. Не, ну я все прекрасно понимаю, но не ночью же. А ночью пустыня оживает, просто ты днем никого здесь не встретишь, а вот ночью она оживает, и очень много кого можно встретить. Бывает, и что-то, знаешь, какое-то, не знаю, состояние какое-то, знаешь, тревожно, что ли, как-то не то. Напряг какой-то. Напряженность. Знаешь, что, как можно заметить животные? Вот, когда глаза горят, у многих животных глаза горят, и вот фары направляешь, и ты можешь обнаружить, да, обнаружить какое-то животное. Ну, идем тогда чуть-чуть дальше прогуляемся, там еще места хорошие есть. Ночь ушла, но не все уходит вместе с ней. Озеро молчит, будто ничего и не было. Мы покидали логово дьявола без рыбы. Планировали остаться на 2 дня, но стихия решила иначе. И наш путь оказался короче. Но каждый, кто заглянул в эти воды, увозит с собой тень данного озера. И рано или поздно оно напомнит о себе.
Озеро логово дьявола, оно осталось за нашими спинами, таинственное, холодное и в то же время родное. И мы знаем, мы сюда вернемся еще не раз. Логово дьявола не раскрыло нам всех своих тайн, и может быть в этом его сила.